Пришли мы. Посмотрите, что у нас здесь. У нас здесь, посмотрите, что. Боже ты мой. Боже ты мой. Блядь. Посмотрите, у нас что тут. У нас какой-то лебедь любовный. Боже ты мой, я иду. Мы сейчас идем с купания, время 14:30. Погода, конечно, испортилась. Ветер, солнца нет, но мы валялись так, ладно. Я иду, ему говорю, там парень. Я рукоклининг сделал. Он говорит, вот так показывай. Захожу, боже ты мой. Все убрался, кофе нам понаставил. Вода, девочки, чашки все мытые. Боже ты мой. Везде порядок. Ну как не любить, а? Как не любить это место? Вот скажите мне, пожалуйста. Я не знаю. Ой, чудо природы, чудо. Посмотрите. Погода у нас сегодня. Красный флаг на берегу там стоит. На пирсе. Как не любить это чудо природы? Боже ты мой. Везде чистота, порядок. Пришли. Картинку я не стала вешать, карточку. Думаю, уберется, нет. Ба. Я у соки. Все чисто. Ну, конечно, молодец. Вот парни, да, убираются, девчонки, как закручивают полотенце-то. Ой, все белокипенные. Без всяких катышков. Ой. Плохо, что ли? Живи да радуйся. Ни в чем себе не отказывай. Боже ты мой. Это что такое за зелень, девочки? Посмотрите, что там. Боже ты мой. Блядь, белые люди из города Мариинский Посад, Республика Чувашия. Боже ты мой. Ой, красота. Выйдешь туда, и туда, и сюда. Ну, красиво, красиво, что сказать, да? Красиво. A few moments later. Всем здравствуйте. Всем хорошего, сочного, мощного, солнечного дня. Хотела бы вот что объяснить просто людям, которые меня смотрят на YouTube, видимо, непостоянные подписчики, или просто, я не знаю, или просто не были на море. Объясняю следующее. Пишут 2 человека, один мужчина, потом другая женщина написала. Вы, видимо, зачем переться в преисподнюю, чтобы купаться в луже? Вы, видимо, не понимаете, да? Что на море тоже есть свои правила, что есть шторм. Вы знаете, что такое шторм? Если вы не знаете, то вы можете обратиться к Гуглу и посмотреть, что такое на море шторм. Когда стоит красный флажок. Это раз. Во-вторых, жизнь блогера, я уже говорила, и еще раз повторюсь, мне не трудно, не проходит вся в кадре или видео, которое вы смотрите. Поймите вы, почему до вас, людей, этого не доходит. Мы, блогеры, снимаем вам то, что мы хотим показать, как нам удобно, и все. Вся наша жизнь, как и у вас, тоже есть за кадром. В-третьих, на пляже, на море не ловит интернет. Я не могу там проводить прямые эфиры. То, что вы увидели в прямом эфире, я думаю, что вам этого достаточно. Я вам не хотела доказывать, где мы купаемся, что мы делаем. Я вам показала, какой пляж, какие есть лагуны безопасные, где можно купаться с детьми. Лужа. Почему лужа? Там идет также и приток, и отток воды. Это не бассейн с искусственной химической водой. Я надеюсь, я разъяснила более подробно. Вот. У нас непогода. У нас непогода вчера, сегодня и завтра.
Сегодня у нас четверг, что ли? В пятницу обещали наладиться, но лучше будет в субботу. Поэтому у нас и отменена экскурсия на этом, на белом лайнере. И стоит красный флаг. Люди купаются, да. Я ходила на берег, люди купаются, ну, каждому свое. Вы, если вы ездите на море, если вам нравится, вы купаетесь. Мы живем и купаемся, как мы хотим, и когда мы хотим, и где мы хотим. Почему мы должны делать, как вам угодно? Этот мужчина вообще ни разу нигде комментарий не оставлял. Вы думаете, что я не запоминаю своих комментаторов? Ну, вы ошибаетесь. У меня не такое количество бешеных комментаторов. Да, их немало, но и не такое бешеное большое количество, чтобы я не запоминала, которые люди оставляют на постоянной основе комментарии. Как бы так, я вам это разъяснила. Время у нас 3 часа. У меня еще немножко крутит в животе, и к столу будет сказано, идет жидкий стул периодически. Я пью таблетки, ну, от этого, от чего вы знаете, да, но чувствую себя намного лучше. Кушать я не хочу, у меня аппетит вообще прошел, как будто вы, как, знаете, как на Симовеке на уколах. Сегодня я позавтракала, вот яичницу съела. Там в прямом эфире видели, да? Что там съела? Там лепешки эти, ну там кое-что там, шурум-бурум. И чай, и все. На обед мы не пошли. Тут есть, оказывается, еще другой ресторан, который тоже общий ресторан, можно, и только другое меню. Мы хотим посмотреть, я не помню, то ли женщины сказали, то ли завтрак или ужин, обед, я не знаю, надо сходить, дойти. Сегодня мы с Коляном с утра пошли пешком, потому что мы машину не дождались, ресепшн был иностранец. Да, немножко загвоздка. Когда говоришь, что у тебя пришла машина, кто возьмет там трубку. Если Мишка возьмет, то это нормально. Если Сберкнижка, лучше идти пешком. Оказывается, тут очень даже близко, мы практически дошли до 7 минут. Это кажется, когда на автобусе, кажется, едешь долго, а вообще близко. И море здесь близко от нас, тоже 7 минут. Ресторан тоже 7 минут. Вот. Лежим, балдеем. Колька, короче, загорел, ну, полосами. Мы лежали сегодня целый день под куполом. Там. Потом поднялся сильный ветер, да еще он такой, знаете, ну, я скажу, не теплый ветер, не теплый. Я сначала укуталась махровым полотенцем, а потом сказал, ну его нафиг. Я говорю, Коль, пошли, говорю, идем домой, в номер спокойно. В бассейну я не хожу, он в бассейну тоже не пошел, я не знаю почему. Я потому что не хочу, там жарко очень у бассейна, там соцепек. Мне это вредно. Он не пошел. Люди валяются у бассейна. Вот. Поели мы сегодня рыбку с пивом. Колян пришел, сходил. Я оставалась на пляже. Он сходил, принес рыбку. 2 принес, 1 почистил. 1 нам хватило на 2. По стаканчику взяли пиво. Очень даже было вкусно с чехонью, кстати. Прекрасно поели. Вот. Потом где-то через час мы пошли с ним, поели. Попили мороженое, молочное. Да, не скажете, что нельзя. Все знаю. Но захотелось мне. Мне вот захотелось. Верите, нет? Молочный коктейль без алкоголя. Алкоголь я не хочу. Меня не тянет. Пробовал я здесь пару раз, но меня не тянет, девочки, на алкоголь, а слово совсем. Не вижу в нем ничего приятного, ничего вкусного. А коктейль мне нравится вот этот молочный с клубникой.
с клубничным джемом, мороженым. Ну, это мое. Вы знаете, что я молочник, веселый молочник. Я это коктейли просто обожаю. Потом сегодня было очень вкусное мороженое, шоколадное. Взяли по стаканчику мороженое, поели. Газ, вода. Есть у них вода там, они наливают, короче, с газом, есть без газа. Я попила и такую воду, и такую воду. Попросила лайм, с лаймом, просто воду. Отлично, это я пила так, нормально, водички напилась. Вода нужна, да. Чувствую я себя сегодня получше, да. То, что я пережила, никому не желаю, то, что я пережила. Вот, мне очень понравилось, что парень убирается, да, поменял чистую постель, в которой я всю ночь потела, вы понимаете, да. Вся эта зараза выходила через шпоры. Я очень довольна, что я хоть взяла. У меня был аспирин 100-летней давности. Я не знаю, даже дату не смотрела. Не знаю, неважно. Он лежал несколько лет, 5 таблеток оставалось. Я так взяла и все, и засунула, короче, в пакет. Слава богу. Он, кстати, очень помог. Меня очень выручил, да, аспирину. Поднялась температура, как я поняла. Я даже не выпила метформин. Я забыла, что нельзя пить с температурой метформин. Я просто его не пила, потому что я ничего не ела. Вот, не пила. Выпила я 6,5 у меня сахар был с утра. Ну, в пределах нормы. Сахар сегодня померила в первый раз. И, короче, спала я так на 4, но сильно было потовыделение. Вот. Это очень хорошо, что вот это все вот это вот через шпоры, все это вышло, вся эта дрянь, вся эта болезнь. Вот. Сейчас как бы еще более-менее, но хожу так, в 2-3 часа раз в туалет, да. Там еще не все хорошо. Но болеть так ничего не болит. Если я уже с утра дошла до ресепшена, до ресторана пешком, это уже нормально. Вот. Я еще раз повторюсь, конечно, я очень жалею, что я не взяла побольше гостиниц. Очень жалею. Мне вот этого пацана хочется всегда ему делать приятное, который убирается в номере. Я ему сегодня опять 3 конфетки дала, но конфеток там очень мало. Вот. Там уже еще 3 конфетки осталось. Надо было взять хоть конфеток, блядь, или шоколадки надо было. Но что-то надо было взять. Понимаете, я такой человек, да, мне очень хочется быть благодарной. Потому что я сама знаю, что это такой физический труд. Когда я работала на автомойке много лет и мыла машины, да, и у меня были постоянные клиенты, и оставляли мне чаевые, особенно в Чебоксарах это так, ну, оставляли, но в Чебоксарах у нас люди не такие, вот, чтобы оставлять, они как-то к этому не приучены. А вот Москва, да, там хорошие были чаевые, и знаете, когда тебе оставляют хорошие чаевые, это, ну, даже пусть не хорошие, все равно приятно, помимо зарплаты, да. И я думаю, что гостиниц, ну, долларов у меня нету, я уже все потратила. У нас было сколько, 600 с чем-то долларов, 650, там осталось 50 долларов, все, девочки, ничего нет уже. Были бы доллары, я бы тоже, может быть, отдала бы доллар, но все равно был приятнее гостиниц, когда дают. У них же нету этого, да? Вот. Ну, короче, как-то я, конечно, очень сплоховала, что я не купила, не взяла с собой. Мало взяла с собой. Вот это меня расстраивает, да. Хочется всех угостить, потому что тебе смотрят прям в глаза смотрят. Смотрят в глаза, девочки. У них такие глаза. Ой. Разговаривала я с девушкой. Я купила сегодня масло. Я масло купила черный тмин. Мне о масле можете ничего от черного тмина не говорить. Я всю информацию знаю. И мне от девушки, которая продает ее. Она сказала, откуда она, девочка, с Казахстана. Она живет здесь 20 лет, у нее муж египтянин. Взяла. $35. 35 долларов. Мне оно нужно. И взяла вот такое масло, бронза масло.
Это я хочу ноги мазать, Коле и себе. А с этим маслом вы, наверное, тоже знаете все, да, что под прямыми солнечными, это для загара, под прямыми солнечными лучами с ним не загорают, с ним загорают под зонтиком. Так как я загораю частями, мне надо, чтобы вот эти места загорели, которые очень плохо загорают. Вот. И Колины, конечно, голяшки. Вот. И вот эти места. Плечи у него сгорели, все покраснело. Я его ругаю, чтобы он надевал эту футболку сверху. Он все равно меня не слушает. Ну, как обычно. Вот. Частями завтра будем. Ну, вот эти дни будем мазаться. Ноги. Самое главное, ноги, жопа. Вот это все дела. И под зонт. Под зонт, девочки, и все. В тень. $10 стоит. 10. Арабская, это натуральная. Здесь морковка. Тут еще что-то, короче говоря. Вот такое. В состав морковка входит. Кстати, очень хорошо. Вот. Товарный чек. Показываю вам. Все показываю. Да, масло черного тмина. И его вообще я собираюсь, оно, конечно, очень продуктивное масло, очень продуктивное. Я собираюсь, например, его пить по пол-чайной ложки натощак. Закусывать медом. Там много вот этих вот омега-6, омега-9. Вы можете прочитать, там микроэлементы. БАД, да, БАД. Считается БАДом. На 3 месяца вот этого 0,5 бутылки. Оно против воспалительных всяких процессов и все такое. Ну и, соответственно, может, салат добавлю. В салат его много не добавляют, как оливковое масло. Там оно такое ядреное. Вот. И я попрошу тоже на Рутубе, Ютубе, не надо меня воспитывать и говорить что-то там. Вы не знаете больше меня, однозначно. И я не знаю больше вас. Давайте оставим планку. У каждого свое мнение. Когда я спрашиваю ваше мнение, да, спрашиваю ваш совет, я еще раз повторяюсь, тогда прошу писать. И если я в своем видео не спрашиваю вашего совета и вашего мнения, то оставьте его при себе. Ну, или своих родственников, там, близких, знакомых, детей, ну и все в этом роде. Вот. Разговаривала с этой девушкой. Она, короче, ну, женщина молодая. Она приехала сюда 20 лет тому назад. Муж египтянин. Это она работает сейчас до 4 здесь на пляже. Вот она, у нее всякие масла. Она там размешивает, мешает, мне на лицо намазала. Там духи, там что только нету. Что только нету. Хорошая, приятная девчонка такая, женщина. На цыганку походит. Вот. Я говорю, я своего бы хотела оставить здесь на работу. Что он умеет делать? Я говорю, ну, вообще, говорю, он у меня строитель. Она говорит, в строительство лучше не суваться. Как будто, ну, просто поболтали так по-женскому. Для информации мне же нужно, я же такая, знаете, любознательная, мне же все нужно прощупать, блядь. Я его, конечно, не собиралась оставлять, но мне просто нужно прощупать, понимаете, это все. Угу. То есть, как люди живут и все такое. Она говорит, и русских, конечно, у нас обижают вообще. Арабы обижают и могут и без денег оставить. И если только ему пойти аниматором. Я говорю, он не плохо разговаривает, он инвалид слабослышащий. Она очень хорошо на русском разговаривает. Вот. И, короче говоря, она говорит аниматором. Вот аниматором хорошо было бы, да? Но я говорю, он плохо разговаривает. Плохо слышит. Тогда не подойдет, говорит. Угу. И я, говорит, вам не советую его оставлять здесь одного вообще работать. Только не пишите, что я собиралась его оставлять. Даже было бы здесь очень хорошо, и я бы не оставила его одного. Вот. Ладно, теперь я спросила, какая зарплата. Она говорит, вы можете приехать снять квартиру
Квартиру можно снять и, смотря какая квартира, смотря в каком районе, можно снять и за $70, можно, вам для информации, авось пригодится кому-нибудь на моем канале, да, кто-то ищет в интернете, не может найти парня такого лет 20, а я вот вам скажу так, зарплата, квартиру тут снять $70, до 70 можно снять и за 14, и за 17, и за 20, от района. Тут очень, говорят, есть более или менее районы, есть очень бедные районы. Тут, говорит, далеко люди не богатые живут, как я уже вам озвучивала, люди живут бедные. Вот, зарплату у нее, сколько она получает? Она говорит, я не работаю, у меня муж работает, я так ради так удовольствия хожу, говорит, ну, как бы для разнообразия, да, чтобы было не скучно. Дочка ее на 14 лет. Я, говорит, зарабатываю, сколько она зарабатывает? $1000. $1000, это на наши деньги 70-71 тысяча. Это немного, но на нее нормально. Она говорит, у меня муж, я не спрашивала, кем у нее муж работает. Она говорит, у нас свое жилье, свое белье. Вообще, можно, говорит, тут работать русским с России, приехать, если кому интересно, вообще без визы. Потому что виза очень дорого, ее практически невозможно даже сделать. Проще заплатить штраф. Если вас поймают, лучше заплатить штраф, он, говорит, дешевле будет, и все. И работать и жить, если кому надо это. Если прикинуть хер к носу, я на русском языке говорю, легко доступным для всех. Конечно же, лучше оставаться там, где ты живешь. Для нас. Для нас. Вот это вот перспектива, да, вот эти переезды сюда, работать, вот, например, хочу сказать, у меня есть хорошая знакомая, она много лет, сейчас она уже не ездит, она ездила, ну как, года 3-4, она постарше меня, мы с ней на дискотеку раньше ходили, немножко отойду на другую тему, перейду, вот, она ходила, она лет на 7, наверное, меня постарше, такая спортивная, я не рассказывала, она сейчас работает в охране, на вахту ездит в Москву. Она не замужем, у нее дочка взрослая, там уже внуки и все такое. Внучка ли, ладно, она ездила, значит, наверное, года 2 тому назад. Каждое лето она ездила в Сочи, куда-то в Анапу, куда-то туда она ездила на Черное море, работать и летом, даже один раз зимой поехала. И вот. Я говорю, а я еще тогда не была на море. Я говорю, ты там отдыхаешь? Работа, она горничной работала. Ну, горничной я представляю. Я не работала горничной. Я представляю, что это такое горничной работать. Это тяжелый труд, да? Вот. Она говорит, я, говорит, вечером после работы хожу. Она переболела, там чем только не переболела. Там ужас дикий. Ездила. Меня, говорит, все устраивает, я и работаю, и отдыхаю, но, конечно, устаю очень сильно на износ. Я ей еще сказала, знаешь, говорю, что? Я говорю, я не представляю, блин, работать и отдыхать. Это как-то вещи несовместимы от слова совсем. Там, где ты работаешь, там не отдохнешь. К вечеру, естественно, ты уже там работаешь на износ, ты утром рано встала, у тебя работа там 12 часов, а после работы, а потом, тем более в море, нельзя после 6 заходить. Как она там купалась, я не знаю. Вот. Это уже не отдых. Нормального ни воздуха, ни моря, ни солнца ты не видишь. Я ей сказала, ты живешь одна, почему бы тебе не съездить, отдохнуть? Она говорит, у меня денег не хватает. Блять, вот знаете, извините за мат, я вообще поражаюсь. Работает постоянно. Если она не работает где-то там, значит, она работает где-то в морпосаде. Там уборщицы в пятерочке, там еще где-то там, знаете, еще где-то там, блядь. У нее то зубы, то там ремонт, то там хуёнт, то там вещи какие-то купит. Ну, извините меня, ты же работаешь, ты же всегда работаешь. Ты что, не можешь постепенно отложить деньги, что ли? За год хотя бы. Ладно, я понимаю, если бы она не работала, там поработала сезон и не работала бы зимний сезон. Нет, она всегда работает. Всегда. 12 месяцев в году, блядь. Я вообще не понимаю таких людей, да? Значит, не умеет копить, отложить.
Вот туда потратил, там ботинки, хуинки. Одевается она, конечно, хорошо. Одежда у нее там целый магазин, по нее, ну, видно, как она ходит, да. Но она не может позволить себе отдохнуть. Это правильно? Нет, это неправильно. Она бы могла бы позволить. Включить мозги и позволить отложить деньги. Хотя даже можно позволить ей 2 раза в год съездить на, там, по неделях. А там не надо, там по 10 дней на неделю можно съездить. Там на неделю путевка 100 тысяч стоит, да, 2 раза в год. Ну, видимо, вот видите, не судьба. А вот так вот, ну, это не по мне. Работать, блядь, вот так же, да, даже если оставлять колледж. Но это тоже не отдых, да он не останется никогда. Лучше заработать у себя деньги на родине и приехать вот так вот отдохнуть. Сегодня я разговаривала с женщиной, ну, с молодой женщиной. Она была с ребенком, с подростком. Ну, ей около 40 лет, красивая. Такая, ну, симпатичная, нормальная. Она в обыкновенных трусиках черных купается и в лифчике. Вот. Она не толстая, не худая, обыкновенная, с длинными волосами. Вот я хочу сказать, знаете, немножко опять отойду от темы, у меня всегда путаница какая-то, что в голову придет. В Турции тут стали меня обсирать, когда я отдыхала в трусах, там в лифчике, да, тоже купалась. Ты зачем там в лифчике в трусах? Вот вы, значит, не были на море, вы не видели людей, как купаются. Люди купаются, как им удобно. Они загорают, купаются, как им удобно. Не я одна хожу в трусах и в лифчике. Зарубите себе это на носу. Я могу одеть купальник, я могу одеть трусы с лифчиком. Если для вас это неприемлемо, это не говорит, что для меня это неприемлемо. Я считаю, что это нормально. Я живу свою жизнь. Я проживаю свою жизнь. Я не голая купаюсь. И не в стрингах. Приличное нижнее белье. Все, этим сказано. Вот. И не яркое, обыкновенное. Все. Также тут много я людей видела. Просто почему я сейчас зациклилась на этой женщине, потому что я с ней разговаривала. Вот, она была, значит, она с Екатеринбурга, по-моему. Она была в Абхазии, она была в Турции. Она была в Сочи, все побережье я объездила, Сочи. Вот. Я ее спросила, где вам нравится. Они уже, ну, не первый раз отдыхают. Она говорит, вы знаете, и в Египте была в нескольких местах, и в Турции была в нескольких местах. Более или менее нравится в Абхазии, там природа красивая. Но здесь мне нравится очень сильно. Больше всего мне нравится вот именно вот здесь и вот в этом отеле. Я вот нигде не была практически, да, но мне тоже нравится очень здесь. И я не представляю, блядь, где еще лучше может быть место. Я сравниваю вот то, что я была 1 раз в Турции и 1 раз в Сочи. Все. Я делаю соответствующие выводы. Здесь хорошая анимация. Всегда на пляже музыка, там всегда они танцуют, там вечерняя вот эта дискотека. Здесь и для детей, и для взрослых любого поколения. И номер нам дали очень хорошо, что не рядом с пляжем. А то я хотела, да, говорила насчет пляжа. Потому что вот эта ночная бренчаловка, когда я хочу отдыхать, она бренчит, даже ты закроешь балконы, а все равно бренчит. Там вообще ужас. Они, видимо, смотрят тоже по возрасту. Молодых, наверное, поближе туда поселяют, а вот таких, как я, например, девушка среднего возраста, поселили сюда. И это очень даже хорошо. Угу. Хотели бы мы вернуться сюда? Коля хочет что-то еще, другое место съездить. В Шарланхон хочет съездить. Я говорю, Коль, ты понимаешь, что можно найти место еще хуже? Ты вот просто не знаешь. Он же, я еще раз говорила в предыдущем видео, да, еще раз повторюсь, он не изучает эти темы туризма. Он не знает, какие могут быть пляжи убогие, какие гостиницы. Зачем ему это изучать, когда у него есть законнорожденная жена Багира? Зачем? Зачем ему голову ломать? У него Оля все сделает, все продумает, все знает, что как. Вплоть до погашения, как сказать, кредита, на котором мы отдыхаем.
У Оли все рассчитано. Вот. Слава богу, Оля не бухает и голову не теряет. Ни при какой погоде. Но контролировать Оля тоже не может, потому что, вот, например, веб-1 я забыла с собой. Это моя, конечно, ошибка. Вот. Насчет потом она, что еще девушка это сказала на пляже, которая масла продает. Она говорит, вы можете снять квартиру здесь, да, и можно устроиться, взять объявление, подать через Facebook. Интернет здесь очень, кстати, везде хорошо работает. Это один единственный плюс, конечно. У меня не открывается вообще, ни с телефонов у меня не открывается, ни Озон, ни Вальберес у меня не открывается здесь. И значок стоит, как будто у меня включенный VPN. У меня никакого VPN вообще не включено. Ничего у меня не включено. Вот. Что надо отключить, чтобы попасть на наши вот эти российские сайты. Да, вот Озон, там Вальберес хотел зайти посмотреть. Ничего у меня не работает. Угу. Рутуб тоже не работает. Благо, я дома поехала с открытой вкладкой, я закрыла ноутбук, Рутуб студия. Я могу закачивать там, контролировать комментарии Рутуб свой. Я объясняла уже. Еще раз повторю. Потому что люди есть, которые не слышат меня или пропускают мои видео. Поэтому я для таких людей повторяю информацию. Вот. Не все внимательные. На Рутуб, просто на Рутуб зайти здесь, в Египте, он не работает от слова совсем. Установлено какой-то VPN. Ничего не установлено. Вот. Короче говоря, она говорит, объявление даете в Фейсбуке, там еще где-то, в телевидении, и все. И вот тогда он хорошо заработает, говорит, может начать. Вот эти сантехники, вот это все. Это можно сделать и в России, если захотеть. Можно тоже так же поехать, например, даже в Чебоксары, да, снять квартиру. Да, конкуренция большая, она везде конкуренция. Где этой конкуренции нет? Если просто захотеть, да, что-то поменять. Тут, говорит, все практически, ну не все, но много русскоязычных. Приглашают тоже русскоязычные люди. Не надо изучать иностранный язык. Вот, если вам нравится климат, ну, нравится, не нравится, жару я не люблю. Вот тут, да, вот тут, в гостинице можно скрыться от солнца, можно уйти, отдохнуть и все такое. И мне, и Коляну, да, там где-то жить, например, в городе, да, в Хургаде, там вечно вот это солнце, вот этот асфальт, вот этот бетон, блядь, это все вот это, там вот это все. Тут растительности я показывала вообще практически нет никакой. Или вы видели, или не видели, или я просто рассказывала. Если в Турции есть растительность, ее много, здесь ее нету. Здесь пустыня, здесь пески одни. Все. Вот когда ты едешь между вот этого районов, там, городов, да, вот это все, там просто пустыня, растительности ноль. Она вот в гостинице есть. Тут очень сухой воздух, очень жаркий климат. Зимой здесь не отапливаются вот эти квартиры, отопления, конечно же, здесь нету. И зимы бывают. Она говорит, эта зима у нас была значительно за последние года очень теплая. Но у нас здесь очень сильные ветра. Очень сильные, просто невозможно. Зимой сильные ветра, вот, дожди, ветра, у нас очень сыро и холодно в квартирах. Да, можно включить обогреватель электрический, который намотает вам хуево-кукуево. В душ ходить зимой невозможно, потому что очень холодно. Я, поверьте мне, знаю, что такое в душ ходить, когда у тебя нет отопления, когда мы у нас в квартире жили много лет, у нас вообще я квартиру получала, у нас не было там батареи, да, как обычно это строится, да, по ГОСТу должны вот эти быть полотенцесушители, у нас просто слова совсем не было. И вот у меня Коля сделал, только вот мы прожили 2 зимы с батареей, поставили батарею, от кухни привели. Теперь у нас тепло. Я знаю, что такое холодно в ванной. Это отвратительно. Вот. Ну, как бы я так все вам рассказала, да, легко доступную информацию, потому что людям интересно, люди смотрят мой канал, и
Я показываю свою жизнь, вот как она есть, рассказываю, что вам положено слышать, а что не положено, остается за кадром. Обойдетесь как-нибудь. Додумывайте сами. Поэтому такие соответствующие выводы. Нужно жить и работать у себя, где ты родился и пригодился, сгодился, спокойно, в темпе вальса, да, как говорится. А ездить, отдыхать, вот, в хорошие места, где обязательно же надо находить сезон, потому что вот, ну, сюда тоже люди зимой ездят, что тут зимой делать, я не знаю. Зимой нужно ехать уже в другие страны, где зимой действительно это лето, да. Вот. В Турции зимой нечего делать, да и в Египте тоже зимой нечего делать. Все надо ловить его сезон на все. А в Абхазии, в Сочи там тоже прохладно, там не купательный сезон-то. Ну, как бы так. Я надеюсь, все меня поняли, все меня услышали. Спасибо всем за комментарии, за лайки. Спасибо за подписку, за отписку, за дизлайки тоже. Всем здоровья, счастья, ну и, конечно же, мирного неба голубого над головой. Всем пока, до новых встреч. С вами всегда ваша Багира. Ну и ее заячка тоже. Пока он в отставке. В опочивальне лежит голенький. Всем пока.